Люди делятся на два пола – на мужчин и женщин. Для нас естественно жить в паре мужчина-женщина. Этого требует наш инстинкт продолжения рода. Без пары не родятся дети. От секса мы получаем самые приятные ощущения. Вместе жить по всем показателям удобней и безопасней. Но не у всех получается найти себе пару и жить вместе. Или получается, но через некоторое время возникают конфликты и семья распадается. Можно ли сделать так, чтобы семья строилась на основе любви, но потом не возникало претензий, которые привели бы к разрушению отношений? Да, это возможно, но для этого нужно понимать те механизмы, которые управляют нашим поведением, и не только понимать, но и делать правильные шаги для создания и поддержания гармоничных отношений в семье. О чем идет речь? Чтобы понять это, для начала рассмотрим ту модель устройства человека, которая принята за основу на этом сайте. Согласно этой модели, все мы находимся под управлением сразу 4 самостоятельных центров, каждый из которых решает свои задачи. Почти все эти центры имеют представительство в нашем теле. Например, вы можете не знать, что вы носите в голове 2 самостоятельных мозга. Это не фантазия автора сайта. Это давно известно в такой области науки, как нейрофизиология. Первый, наш самый древний мозг – это рептильный мозг. Именно он обеспечивает нашу защиту и продолжение человеческого рода. Нейрофизиологи считают, что возраст рептильного мозга свыше 2 миллионов лет. Вполне цельную деятельность рептильного мозга удобно описывать через инстинкты. В рамках данной модели используются всего 3 инстинкта. Это инстинкт продолжения рода, инстинкт выживания и стайный инстинкт. Все вместе наши инстинкты обеспечивают нашу безопасность, вашу личную и человеческого рода в целом. Дальше мы будем считать, что этот первый центр – это наш центр обеспечения безопасности. Он оказывает немалое влияние на семейную жизнь. Саму потребность создать семью и завести детей формирует инстинкт продолжения рода. Он же создает состояние влюбленности и желание заняться сексом, иначе откуда бы брались дети? Второй наш мозг называется новый мозг или неокортекс. Еще он называется кора головного мозга. Вы могли слышать такое словосочетание. Нейрофизиологи считают, что этот мозг появился у человека всего 40 тысяч лет назад. Этот второй наш мозг делится на 2 полушария. Левое полушарие нового мозга обеспечивает нам логическое, рациональное мышление, это наш разум. Дальше мы будем считать, что это наш центр принятия рациональных, то есть обдуманных решений. Именно он позволяет нам принимать обдуманные решения в нестандартных ситуациях. Когда вы обсуждаете планы или ищете выход из проблемной ситуации, вы как раз используете этот центр. Правое полушарие нового мозга обеспечивает нам получение готовых решений без предварительного анализа. Стихи, картины, музыка, изобретения, идеи, интуитивные догадки и прочие плоды деятельности правого полушария приходят к нам сразу в готовом виде, без предварительного анализа или синтеза. Люди называют эти процессы озарением или интуицией. Поэтому дальше мы будем считать, что правое полушарие нового мозга есть центр творчества. У большинства людей он никак не проявляет себя. А еще у нас есть то, что называется подсознание, которое не имеет отдельного представительства в теле. В подсознании хранится то, что можно назвать нашей картинкой мира. Это наши верования, убеждения, ожидания, наш опыт, знания, наши ожидания от себя и окружающих людей, наши привычки и многое другое. Это программный блок, который управляет нашим поведением, когда ситуация повторяется и нам не нужно принимать нестандартные решения. На работе и в жизни этот центр позволяет нам выполнять привычные действия, не напрягая себя мыслями о том, что и как нужно делать. Большую часть действий в нашей жизни мы выполняем не задумываясь, то есть под управлением этого центра. Структура этого центра вполне понятна, она подробно описана в книге «Открытое подсознание». Реализован он, как утверждают ученые, с помощью узлов нашей нейронной сети. Все мы имеем внутри себя огромное количество готовых программ поведения на все случаи жизни. Эти программы мы закладываем в себя в ходе нашего развития и воспитания. То есть мы когда-то загрузили в себя эти программы поведения и дальше бессознательно используем их в подходящих условиях, считая их единственно правильными. Слова «загрузили в себя» не означают
что мы это сделали осмысленно. В детстве мы просто слушаем авторитетных для нас людей и верим тому, что они говорят. А вера как раз и есть процесс некритического и безоценочного восприятия новой информации. То есть информация от авторитетных для нас людей сразу проходит в подсознание и принимается нами к исполнению. Именно для этого к рекламе привлекаются авторитетные и известные люди. Когда мы некритично загружаем в себя новые программы поведения, мы не задействуем разум, то есть не оцениваем, являются ли эти программы поведения самыми лучшими в нынешней ситуации, мы просто выполняем их, не оценивая их. Так функционирует четвертый центр управления нашим поведением в повторяющихся ситуациях. Назовем его центр готовых решений. Мы заполняем наш центр готовых решений по мере взросления и набора личного опыта. Он содержит готовые программы поведения на все случаи жизни. С одной стороны, это очень удобно, поскольку не нужно думать, что нам делать в повторяющихся ситуациях. Просто нужная программа поведения перехватывает управление нашим телом, и мы без малейшего мыслительного напряжения встаем, одеваемся, умываемся, делаем зарядку, завтракаем, едем на работу. Но с другой стороны, такой автоматизм в наших мыслях и поступках нередко является причиной конфликтов и в итоге развала семьи. Как это может получиться? Ребенок рождается и подрастает в семье, и он не знает, как должны складываться отношения в его будущей семье, поэтому он считывает их со своих родителей. Как распределены роли в семье родителей, кто что делает, кто что обеспечивает, кто принимает решения и так далее. Эта картинка в виде программы будущего поведения откладывается в центре готовых решений, и потом, когда любовь соединяет мужчину и женщину в семью, каждый из них начинает реализовывать ту модель семьи, которую он принес из семьи родителей. У психологов это называется семейный сценарий. Поскольку модели семейной жизни у мужа и жены обычно разные, начинаются конфликты, поскольку муж и жена жестко уверены, что они лучше знают, как должно быть в их семье. Никто из них не включает свой разум, чтобы оценить правильность тех идей, что они предлагают. Если программа семейной жизни прописана в центре готовых решений, значит ее нужно реализовывать, и никак иначе. Например, в семье родителей жены доминировала мама, значит и дочка будет пытаться жестко доминировать в своей семье, совершенно не задумываясь о возможных последствиях. Скорее всего, семья ее матери распалась или папа спился, это не имеет никакого значения. Дочка все равно будет повторять модель поведения матери. А в семье ее мужа, например, доминировал папа, который содержал семью, и его сын твердо знает, что его семьей должен руководить он. Сталкиваются две разные точки зрения на распределение ролей в семье. Никто не готов уступить. В итоге новая семья неминуемо разваливается. Либо мама побеждает, и папа становится подкаблучником или спивается. В любом варианте вначале была любовь и желание создать гармоничные отношения на всю жизнь, а потом управление телом мужа и жены перехватил центр готовых решений и привел к разрушению желанных отношений. Это только один пример, когда неосознаваемые модели поведения из центра готовых решений приводят к разрушению сначала отношений между супругами, а потом и семьи. Их можно привести множество. Можно ли это исправить? Можно, если с самого начала знать об этих и остальных процессах, и заранее или позже принимать меры к тому, чтобы желанные гармоничные отношения не переросли в беспощадную борьбу и развал семьи. Как следует поступать? Для сохранения долговременных гармоничных отношений начинать работать над собой желательно еще до наступления влюбленности. Если любовь уже наступила, то сделать что-то можно, но это потребует гораздо больше ваших усилий, особенно если ваш партнер по семейной жизни совершенно не готов что-то менять в себе. Итак, вы хотите найти любовь с самым лучшим для вас человеком и построить гармоничные, любящие и долговременные отношения. С чего вам нужно начинать? Начинать нужно с очистки вашего тела от накопленных в нем остатков ваших негативных переживаний, которые вы испытывали по отношению к себе. Вы явно раньше и, возможно, сейчас испытываете недовольство собой, обвинение себя, чувство вины. Это вам знакомо? Значит, это нужно срочно убирать. Чувство вины – очень разрушающая эмоция, забирающая вашу энергию. А если у вас нет энергии, то как вы можете полюбить другого человека, когда вы все время сосредоточены на своих недостатках?
Вы все время смотрите вниз или внутрь себя и вряд ли заметите того, кто мог бы стать вашей половинкой. Любовь – это восторг вашим избранникам или избранницей, но восторг – это сильная эмоция, которая недоступна ослабленным недовольством собой людям. Значит, начинать поиск любимого человека нужно начинать с полного прощения себя. На рабочей странице вы найдете необходимые инструменты для такой очистки. Но негативные переживания бывают по самым разным поводам. У вас явно раньше были влюбленности или брак, где вы испытывали сильные негативные переживания, и каждое негативное переживание оставило в вашем теле свой след. Эти остатки прошлых негативных переживаний в нашей методике называются эмоциональные блоки. Более подробно об этих процессах вы можете узнать в разделе 11 «Инструменты. Делаем внутреннюю чистку» главного сайта. Здесь лишь скажем, что если вы не уберете из себя эмоциональные блоки, заряженные на борьбу против ваших бывших любимых, то у вас будут проблемы со встречей нового любимого. Либо если вы его встретите, то у вас неминуемо начнутся конфликты. Их будут провоцировать те эмоциональные блоки, которые вы принесете с собой из прошлых отношений. Эти объективные и неосознаваемые процессы постоянно проходят миллионы людей. Нужно их отменить. Инструменты для освобождения себя от последствий негативных переживаний по отношению к вашим бывшим любимым вы найдете на рабочей странице этого раздела. Дальше вам нужно откорректировать некоторые ваши программы поведения из центра готовых решений. Например, пока вы живете в одиночестве, вы можете вполне комфортно жить с убеждением, что вы абсолютно независимый человек, и никто не смеет посягать на вашу свободу. Разве что у вас есть сложности на работе, поскольку там всегда найдется какой-то угнетатель, и он будет преследовать вас. Семейная жизнь всегда предполагает какие-то ограничения в вашем поведении, согласование ваших действий с любимым человеком. Если вы на эти обычные действия будете реагировать как посягательство на вашу свободу, то из семейной жизни выйдут одни конфликты. Значит, нужно сделать с собой что-то такое, чтобы вы были готовы к некоторому ограничению вашей свободы в семейных отношениях. Для этого вам нужно будет заменить имеющиеся в центре готовых решений убеждения типа «я абсолютно независимый человек и никто не может посягать на мою свободу» на другое, более правильное в этом случае убеждение. Отныне я готова согласовывать свои действия с любимым человеком. Это только один пример смены убеждения. На самом деле практически всегда требуется сменить десяток своих убеждений, чтобы войти в семейную жизнь и потом жить в ней комфортно. Кроме того, возможно, вам необходимо будет наработать у себя некоторые качества, которые сделают вас более привлекательными для будущего избранника или избранницы. Для неуверенных в себе и много сомневающихся мужчин нужно добавить себе уверенности и самостоятельности, иначе инстинкт продолжения рода женщин не будет признавать вас достойными их любви. Женщинам порой нужно добавить себе мягкости, женственности, чувственности и других качеств, которые привлекательны для мужчин. Если вы женщина, но по роду своей деятельности наработали в себе жесткость, уверенность, властность и другие подобные качества, то как вы можете мечтать о страстной и нежной любви, когда эти качества у вас находятся в полном запрете? Какой мужчина увидит вас в женщину с такими качествами? Значит, нужно вытаскивать из-под плинтуса вашу внутреннюю женщину и позволить ей управлять вашим поведением хотя бы в нерабочее время. Это вполне возможно быть суровой и требовательной на работе и мягкой и женственной вне работы. Инструменты для изменения себя вы найдете на рабочей странице. Еще в методике «Разумный путь» имеется такое понятие, как идеализация. Идеализация – это какая-то очень важная для вас идея, при нарушении которой вы автоматически выдаете сильную негативную реакцию. Например, есть идеализация отношений. Она состоит в том, что вы уверены, что люди должны быть честными или верными, или ответственными и всегда должны выполнять свои обещания и так далее. А теперь вспомните, что с вами происходило в прошлом, когда вы узнали, что ваш любимый мужчина общался с другой женщиной. Вы остались спокойны? Это вряд ли. Вас захватила волна негодования, возможно, ревности, захотелось стукнуть изменника, и больно. Такое у вас было? Или кто-то вас сильно обманул или оскорбил? Моментально,
помимо вашего желания, возникла волна протеста и стремления наказать нарушителя, не так ли? Кто управлял вашим телом в эти моменты этих эмоциональных вспышек? Ваш первый центр управления или рептильный мозг. Так он защищал вас в ситуации, которую посчитал опасной. Специфика идеализации состоит в том, что мы не распознаем ее. Это всегда какая-то хорошая идея, и вы можете бороться за свою идеализацию хоть всю жизнь. Эта борьба может разрушить все – отношения, любовь, забрать здоровье и даже жизнь. Кроме того, ваши идеализации будут оказывать влияние на того, в кого вы можете влюбиться, причем самым нерадостным для вас способом. Слышали, наверное, что противоположности притягиваются. Противоположности – это люди с разными очень значимыми для них убеждениями по одному и тому же вопросу. А почему они притягиваются? Потому что ваш рептильный мозг, стараясь защитить вас, будет указывать вам на людей с убеждениями, отличными от ваших, то есть с потенциальными нарушителями ваших идеализаций. Вы будете видеть в основном их. А когда придется влюбляться, то вы выберете себе в любимые одного из них, нарушителей ваших идеализаций. Других вы просто не будете замечать. Скорее всего, этот процесс происходил у вас уже не раз. То есть вы влюблялись в такого человека, которого осознанно никогда не выбрали бы себе в любимые. А если вы не убрали свои идеализации, то вы обязательно найдете себе нового человека, с которым вам потом придется героически бороться, защищая очень важные для вас идеи из вашего центра готовых решений. Значит, вам нужно обязательно выявить свои идеализации и убрать их. Иначе это будут мины замедленного действия, которые обязательно взорвутся, когда ваш любимый человек случайно нарушит вашу идеализацию. К счастью, идеализаций у людей немного, но у каждого имеется свой персональный набор. Инструменты для выявления и удаления идеализации вы найдете на рабочей странице. Но это еще не все. Сегодня работа многих женщин чисто интеллектуальная, связанная с обработкой информации либо с принятием управленческих решений. В такой ситуации энергия собирается в голове, нижние энергетические женские центры слабеют. В результате женщина может быть ухожена, иметь прекрасные формы, а мужчины почему-то не спешат в нее влюбляться, разве что выставляют заявки на секс, но никак не на совместную семейную жизнь. Почему так происходит? Потому что влюбленностью заведует инстинкт продолжения рода. То есть инстинкт продолжения рода мужчины может влюбить его только в ту женщину, которая способна продолжить род, то есть родить ребенка. А для этого у нее должны полноценно и энергично функционировать женские органы, связанные с рождением детей. То есть в женских органах должна быть энергия. Если ее нет, то мужчины на женщину не реагируют. Точнее, реагируют, но это будет реакция со стороны инстинкта выживания, которому важно выбрать самую престижную женщину, если вы мужчина, и самого престижного мужчину, если вы женщина. Но такая влюбленность от инстинкта выживания редко ведет к браку. Она вызывает желание обладать престижным объектом. А длительную влюбленность и стремление создать семью вызывает у нас только инстинкт продолжения рода. То есть чисто физиологически женщина должна быть готовой стать матерью, а для этого у нее должна быть энергия в нижних центрах. Если ее там мало, это можно легко исправить с помощью упражнений, позволяющих опустить энергию в область матки. Что интересно, после выполнения таких упражнений женщина становится привлекательной для большого числа мужчин. Но ей нужен всего один. У мужчин такая тема возникает редко, обычно энергия в нижней части тела у них имеется. А дальше вам нужно четко обозначить, какими важными для вас качествами должен обладать ваш любимый человек и какую модель отношений вы хотите иметь в семейной жизни. Таких моделей по сути две. Первая модель традиционная, предполагает, что основную ответственность за семью берет на себя муж, поэтому он принимает основные решения, а жена заранее согласна с его главенствующей ролью в семье, она соглашается быть замужем. Если она в чем-то не согласна, то она не будет вступать с мужем в жесткую борьбу, а будет пытаться доказать свою правоту какими-то бесконфликтными методами. Муж в такой семье будет голова, а мудрая жена выполняет роль шеи и направляет голову в нужном ей направлении. И делает это так, чтобы голова считала, что она сама все это придумала.
Вторая модель, современная, возникла из-за резкого изменения уровня материального благополучия людей. Сегодня женщины занимают руководящие должности на работе или ведут свой бизнес, и они не желают, чтобы кто-то доминировал в их отношениях. Для них приемлемой является модель партнерских отношений в браке, когда каждый из супругов имеет свое мнение и свое личное пространство. А по спорным вопросам супруги договариваются на равных, без кровопролития, понятное дело. Поэтому вам нужно четко понимать, какую модель отношений вы хотите иметь в своей будущей семье. Думать, что сейчас я выйду просто за мужа, а потом как-то поставлю его на место и буду сама рулить ситуацией, неминуемо приведет к конфликтам и развалу отношений, а то и самой семьи. После того, как вы сформулируете вашу цель, ее нужно загрузить себе в центр готовых решений. Тогда ваш рептильный мозг будет ориентироваться на нее при поиске объекта вашей влюбленности. Когда вы пускаете этот процесс на самотек, то любимого или любимую вам будет выбирать ваш рептильный мозг, ориентируясь на свои древние критерии, и вам придется довольствоваться тем, что выберет он. Все это желательно проделать с собой еще до начала отношений, до наступления любви. Естественно, что никто это не делает, поэтому большинство семей либо разваливается, либо люди живут вместе, но постоянно недовольны друг другом. Романтика – дело приятное, но приводит к большим неприятностям в современных условиях. Поэтому пора бы начать использовать свой разум перед тем, как затевать такой долговременный проект, как счастливая семейная жизнь. Поэтому если вы сейчас находитесь в поиске любимого, то вам самое время начать работать над собой с тем, чтобы ваша семейная жизнь была такой, какой она представляется вам в ваших романтических грезах. Вы можете делать это самостоятельно. На этом и других сайтах пространства вы найдете большинство необходимых для этого инструментов. Но более правильным будет просто принять участие в двухмесячном тренинге-игре по интернету «Эффективно найди свою любовь». Этот тренинг проводится 2-3 раза в год, так что самое время принять в нем участие. Ссылку на него смотрите на рабочей странице. А если любовь у вас уже случилась, и вы являетесь формальной семьей или живете в гражданском браке, но отношения вас не устраивают, то что делать? Бросить этого мужа и ждать, что со следующим вам повезет? Скорее всего, не повезет. Некому вас ввести в счастливое будущее, если вы сами ничего для этого делать не будете. А что нужно делать? Вам нужно выйти из конфликтных отношений с мужем или женой. В разделе 2 этого сайта есть кнопочка «Выходим из конфликтов с окружающими людьми». Перейдите по ней, и вы окажетесь на рабочей странице, где приведен подробный алгоритм ваших действий для восстановления отношений. Вам нужно будет совершить почти все те же действия, что и человеку, ищущему свою любовь, за небольшим исключением. Что интересно, работать над восстановлением отношений может только один человек из пары, а отношения восстановятся у обоих. Иногда даже заново вспыхивает любовь после многих лет борьбы. Не обязательно, но это возможно. Так что переходите по кнопке «Выходим из конфликтов с окружающими людьми» и налаживайте свою семейную жизнь. С детьми аналогичная ситуация. Скорее всего, у вас есть сверхважные для вас ожидания, как и что должен делать ребенок. Как только он нарушает ваши ожидания, вы переходите в возбуждение и начинаете запугивать его, чтобы он вел себя так, как требуете вы. Пока ребенок маленький, этот фокус обычно получается, но как только ребенок сформирует свою картинку мира, он начнет яростно ее защищать. Этот возраст называется переходным. Дальше ваше силовое давление может дать только отрицательные результаты. Нужно переходить на язык договоренностей и взаимных выгод. Иначе будут бесконечные конфликты, и ситуация будет ухудшаться. Здесь уже нужно менять не ребенка, а себя. Как именно? По тому алгоритму, что приведен рядом с этим видео. То есть вы убираете свой эмоциональный блок по отношению к ребенку и меняете некоторые свои убеждения, и ваши отношения с ребенком восстанавливаются. Точнее, вы их налаживаете, и они становятся такими, как вам захочется. Как вы уже поняли, наверное, основная мысль этого видео – свою реальность создаете вы сами. Если у вас есть проблемы, то их породили тоже вы сами. Хотя окружающие люди могут говорить вам совсем другое. Вы уже слушали их, и ничего не изменилось. Пора начать менять окружающий мир через изменение себя.
Для этого у вас есть все возможности. Переходите на рабочую страницу и действуйте.